Всем привет, с вами Банана Мастер, и сегодня мы делаем мини-проект. Сразу хотела сказать, что мини-проектов у нас будет много, и наша текущая стратегия такая. Я рассказываю, вы слушаете, а потом пытаетесь повторить. Но если хотите, если чувствуете, что вам легко, мини-проект можно решать и по-другому, по более сложному подходу. В первой части урока я всегда объясняю, что нам нужно сделать, и показываю финальную работу. Вы смотрите на эту финальную работу, понимаете, что вообще вам нужно сделать, ставите на паузу и пытаетесь решить сами. И как решили, продолжаете просмотр и сравниваете свое решение с моим. Если решения отличаются, но визуально работают так же, это значит, что вы все сделали правильно. Как я ранее говорил, одну и ту же задачу можно решить разными способами. Это абсолютно нормально. Также не забывайте, что исходник на такой же файл, как у меня, будет в описании под видео. Ну что ж, приступим. В этом проекте нам нужно будет сделать кубик, размеры и цвет которого я могу менять с помощью наших вот этих полей. Например, я в Input Color выбираю цвет, и кубик поменялся. Выбираю другой цвет, также поменялся. Во втором Select у нас будут размеры. Например, я выбираю 200, и размер кубика стал 200 на 200. Я выбираю 50, и размер кубика стал 50 на 50. То есть input отвечает за цвет, select за размер. Приступим к решению. И первое, о чем мы подумаем, это какие вообще HTML-теги мне потребуются для решения. Значит, мне нужен кубик, я все-таки его менять буду. Мне нужен input с цветом, откуда я буду цвет забирать. И мне нужен select, в котором будут наши новые размеры. Перейдем в JS, и тут я уже всех их подключил. Можем приступать к логике. У нас две задачи: размер и цвет. С самого начала определяемся с одной из них, с которой начнем. Давайте начнем с цвета, он будет быстрее. Значит, что мне нужно сделать? Мне нужно сделать так, чтобы у меня при изменении чего-либо в этом инпуте менялся цвет кубика. Хорошо. Значит, мне нужно этот цвет сначала забрать. Я возьму нашу функцию changeBG и в ней пропишу переменную color, в которой присвою подключенный input, а у инпута возьму наш как раз выбранный цвет. Далее возьму кубик, у него возьму style, то есть стиль, а потом конкретный стиль background. И в него присвою наш новый цвет. Как только я дописал эту функцию, она у нас по-прежнему не будет работать, если я что-либо буду менять. Потому что я не выполнил одну очень маленькую вещь. Я не связал эту функцию с нашим инпутом. Чтобы это сделать, я возьму input и скажу, что при каждом изменении к тебе вызываю мне функцию changeBG. Давайте проверим после этого изменения, как это будет работать. Выбрал цвет. Не-а. Выбрал другой цвет. Ну, тоже не-а. И значит, что у меня возникла ошибка. Хоть в консоли у нас ничего не пишет, но тут точно есть ошибка. Она по факту вот здесь. Попробуйте ее увидеть. Я подожду пару секунд, пока вы попробуете ее найти. И правильный ответ. Я вот тут вот, видите, перепутал два символа. Вот так надо. На всякий случай ниже было у меня вот так. То есть я поменял две буквы местами. Теперь это действительно существующая команда onChange.
И когда я буду что-либо менять, кубик будет меняться. Будьте очень внимательны. Вот эти ошибки, особенно на орфографию, они будут постоянно возникать. И иногда вам нужно будет прям вчитываться во все фразы, что там есть полное совпадение. То есть вот это правильно, а вот это нет. Перепутал две буквы местами, и все, ничего не работает. Мелочь, ну все, ошибка и все стоит. Окей, когда мы сделали первую часть, то есть с цветом нашего кубика мы уже поработали, можем переходить ко второму этапу. Изменять размеры кубика. Для того, чтобы изменять размеры, я буду использовать функцию Change Size. И первое, что я сделаю, в ней получу наши новые размеры для нашего кубика. Размеры получу из Select с помощью Value. Следующий наш этап – менять размеры. Значит, я буду менять у него ширину и высоту. Box style.width равно size плюс px. Не забываем, что если мы работаем с размерами чего-то визуального, то добавляйте, пожалуйста, px. И в такой конструкции, если я выберу какой-то размер, видите, у нас ничего не отработало, потому что я все так же не связал наш select с этой функцией. Для того, чтобы это сделать, возьму select, у него вызову onChange, а потом присвою в него вот эту функцию changeSize, чтобы получилось вот так. После чего меняем опять размеры. Ширина стала больше. Отлично. Но нам нужно работать еще с высотой. Поэтому я в самой функции добавлю еще одну строчку, которая будет менять высоту. И как только я ее добавил, ну вот так вот получается у нас. Я проверю еще раз. Стало больше, стало меньше. Цвет также работает. Вот мы и выполнили задачу. На этом все. С вами был Бананомастер, разработчик, который может объяснить все. Домашка, как и всегда, в описании под видео.